Всем привет! Сегодня я хочу приготовить рубленное тесто и полуфабрикат из него, а вернее просто приготовлю двойную порцию рубленного теста. Из одной части сразу испеку пирожки с мясом, о чем я расскажу в следующем видео, а остальную часть разделю на порции и, разложив по герметичным контейнерам, положу в морозильник на хранение. Из него потом можно будет испечь пирожки, пироги, рулеты. Рубленное тесто полуфабрикат – это палочка-выручалочка для каждой хозяйки, поэтому советую вам запастись им, и пусть оно всегда будет в вашем морозильнике. А вы на канале Вуаля Ас, и с вами я, Ирада. Пока я буду делиться своим рецептом и опытом, как приготовить и хранить рубленное тесто полуфабрикат, вы можете подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Для приготовления рубленного теста мне понадобится масло, мука, катык, яйца, сода, соль, сахар и ванильный сахар. Перечень и количество всех ингредиентов оставлю под видео. Итак, как всегда, сразу же под посуду, в которую буду месить тесто, кладу силиконовый коврик. Вместо него можно постелить мокрое полотенце или же салфетку. Казалось бы, мелочь, но это повышает устойчивость посуды, в результате чего она не шатается при работе и не отвлекает вас. Просеиваю муку. Советую выделить пару минут и перед выпечкой обязательно просеивать муку. Так как в упаковке мука находится под тяжестью собственного веса, а когда мы просеиваем ее непосредственно перед выпечкой, то она становится более рыхлой и рассыпчатой. Затем все сыпучие продукты смешиваю с мукой, после чего перетираю масло с мукой. Масло можно взять как сливочное, так и маргарин. Честно говоря, с маргарином рубленное тесто даже чуть вкуснее получается. Но так как из этого теста я планирую маленький кусочек оставить для газмака, сегодня я кладу в тесто сливочное масло. Для тех, кто не знаком с газмаком, хочу сказать, что газмак стелится на дно казана, когда готовится плов. Газмак можно сделать с помощью самого риса или же лаваша, теста, например, рубленного теста. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Мы с вами обязательно вернемся к теме плова, но позже, потому что это совершенно другая история. Перед тем, как перетереть масло с мукой, следует несколько часов подержать его в холодильнике, а еще лучше в морозильнике. Масло натираю на терке, при этом периодически погружаю его в муку, чтобы кусочки масла не слепились друг с другом. Конечно же, нарубить тесто можно и классическим методом, то есть ножом. Но я иду другим путем, более легким, так как разницы во вкусе конечного продукта не ощущаю. Вы же можете выбрать метод рубки масла по своему усмотрению. Пару слов о преимуществе полуфабриката из рубленного теста. Из одной порции рубленного теста получается примерно 30 пирожков. Для современной семьи из 3-4 человек этого многовато. Такое количество пирожков придется поесть несколько дней подряд, а это, как мы знаем, не всегда приветствуется членами семьи. Куда удобнее и практичнее будет разделить приготовленное рубленное тесто на порции и доставать его по необходимости для приготовления пирогов или пирожков.
К тому же, если за один раз приготовить как само тесто, так и начинку, на это уйдет много времени и сил, что не очень подходит работающей женщине после трудового дня. А в выходные и без пирожков дел хватает. Идем дальше. Масло нарублено, перетираю его с мукой. В отдельной миске взбиваю яйца. При этом можно добавить столовую ложку катыка, ну или кефира из общего количества. После чего делаю углубление в середине рассыпчатой массы, куда выливаю взбитые яйца и катык. Вместо катыка можно положить сметану. Катык я приготовила сама из достаточно жирного деревенского молока. Ссылку на приготовление катыка оставлю внизу под видео. А также вы можете перейти на этот видеоролик, нажав на подсказку, которая отражается на верхнем углу экрана. Еще раз повторюсь, что я сегодня готовлю двойную порцию. Часть рубленого теста я положу в холодильник, а часть в морозильник. Замороженное в современных нофрост-холодильниках рубленое тесто отлично держит форму. Оно податливое и послушное, а после размораживания не меняется на вкус. Правда, повторное размораживание нежелательно, в принципе, так же, как и с другими продуктами. Тесто сначала замешиваю в посуде, а затем для удобства на столе. Месить тесто долго не надо. Вначале тесто неподатливое и работать с ним довольно тяжело. Оно прилипает к рукам, но это нормально. Не стоит добавлять муку. В ином случае вы получите твердое, тугое тесто без слоистого и нежного эффекта. Применять тесто стоит после того, как оно пару часов полежит в холодильнике. Настоятельно рекомендую заготовить полуфабрикат из рубленного теста. Оно здорово вас выручит. Вуаля! Рубленное тесто полуфабрикат готово. Попробуйте приготовить рубленное тесто и полуфабрикат из него, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Всем приятного аппетита! Надеюсь, мое видео оказалось полезным для вас. Я была рада поделиться своим рецептом по приготовлению рубленного теста и маленькой женской хитростью о том, как приготовить из него полуфабрикат. В следующих видео поделюсь своим рецептом и опытом, как я готовлю рулеты, пироги и пирожки в духовке из рубленного теста. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока и до новых встреч!